Джадариус Роуз, 23-летний чернокожий мужчина, пережил неприятную стычку с правоохранительными органами во время остановки транспорта в Огайо 4 июля. Инцидент, который был заснят на видео, показывает, как Роуз поднимает руки, сдаваясь полиции после продолжительного преследования. Столкновение началось, когда инспектор по соблюдению правил дорожного движения из дорожного патруля штата Огайо попытался остановить Роуза, который управлял полуприцепом-тягачом с отсутствующим левым задним брызговиком. Роуз не подчинилась сигналу инспектора и продолжила движение по шоссе США-35. Для оказания помощи были вызваны патрульные, которые установили стоп-сигналы для спуска шин, что в конечном итоге привело к остановке автомобиля Роуз на шоссе США-23. Во время остановки Роуз сообщил полицейскому, что он разговаривает по телефону с 911. Несмотря на неоднократные приказы выйти из машины и лечь на землю, Роуз продолжал стоять перед солдатами с поднятыми руками. В этот критический момент на место происшествия прибыл сотрудник полиции Серклвилля с собакой. Офицер приказал Роузу лечь на землю, предупредив его о последствиях, если он не подчинится. Слышно, как полицейский из дорожного патруля, наблюдавший за развитием ситуации, кричал, чтобы он не отпускал собаку, в то время как Роуз держал руки поднятыми. Однако, несмотря на предупреждение патрульного, офицер полиции Серклвилля развернул свой К-9, и собака немедленно побежала к Роуз. Роуз, упав на колени, испытал жестокое нападение, когда собака укусила и потянула его за руку, в то время как он закричал от боли. Другие офицеры, прибывшие на место происшествия, вызвали аптечку первой помощи. В конце концов, Роуз был взят под стражу, и солдаты оказали ему первую помощь, ожидая прибытия служб неотложной медицинской помощи. Ему было предъявлено обвинение в уголовном преступлении 4-й степени за невыполнение приказа или сигнала сотрудника полиции, что может привести к тюремному заключению на срок от 6 до 18 месяцев. Роуз было предъявлено обвинение на следующий день, а 7 июля она внесла залог. В ответ на инцидент полицейское управление Серклвилля сформировало комиссию по рассмотрению применения силы для проверки действий офицера и подразделения К-9. Расследование продолжается, и информация о возможном дисциплинарном взыскании в отношении офицера не разглашается. Дорожный патруль штата Огайо уточнил, что К-9, участвовавший в инциденте, был из полицейского управления Серклвилля, а не из их собственного. Сержант Райан Пурпура заявил, что дело все еще расследуется, и на данный момент никаких дополнительных подробностей предоставить нельзя.